Пенсионная система в России существует за счет собственного самосохранения. Точнее, ее работоспособность поддерживает работающее население страны. Такое мнение у меня сложилось после прослушивания обращения президента России к россиянам о пенсиях. Другими словами, пенсионная система – это финансовая пирамида, обеспечение доходом членов которой осуществляется за счет постоянного привлечения денежных средств, пенсионных отчислений, работающим населением страны. По информации из обращения президента к народу, баланс существующей пенсионной системы был нарушен в 90-е годы прошлого века. В этот период в силу различных причин рождаемость детей в стране сильно снизилась. В связи с этим в настоящее время число пенсионеров в нашей стране примерно равно числу работающего населения. Таким образом, основной проблемой пенсионной системы в России является риск преобладания числа пенсионеров над количеством трудящихся граждан. По статистике, в России в период с 1992 года по 2017 год ежегодный уровень смертности населения выше уровня рождаемости. Поскольку пенсионная система России существует только за счет доходов от трудоспособного населения, количество которого с каждым годом лишь сокращается, то думаю, что вопрос достойного пенсионного обеспечения одним лишь увеличением пенсионного возраста не решить. Из-за более чем четвертьвекового вымирания населения России увеличение пенсионного возраста не даст ожидаемого положительного эффекта, а лишь усилит демографические проблемы в стране. И мы скоро опять придем к тому, что денег нет, держитесь. Скорее всего, что в результате предлагаемых изменений пенсионного законодательства расходы по содержанию неработающих родителей нового предпенсионного возраста лягут на плечи их работающих детей, поскольку маловероятно, что после реформы на рынке труда массово откроются вакансии для людей старше 60 лет. По этой причине, скорее всего, рождаемость в стране сократится. Какие там дети? Самим бы выжить. Часть населения предпенсионного возраста, конечно, сможет трудоустроиться. При этом их работающие дети будут понимать, что пока дедушки и бабушки трудятся, за их внуками некому будет присматривать. В связи с этим трудовая занятость граждан нового предпенсионного возраста также негативно повлияет на рождаемость детей в стране. Так что в любом случае нас ждет очередная демографическая яма и как следствие проблемы с выплатой достойных пенсий. А в 2028 году новый президент в очередном обращении к народу скорее всего скажет, что 10 лет назад было ошибкой поднимать пенсионный возраст и отменит пенсионную систему в стране за ее ненадобностью, так как выше поднимать пенсионный возраст будет уже некуда. Возможно, что ошибки 90-х раньше было не решить, не знаю. Но думаю, что сейчас можно не совершать тех ошибок, которые придется решать нашим детям. При всем уважении к Владимиру Владимировичу, на мой взгляд, предложенная государством пенсионная реформа требует доработки. Например, процесс увеличения пенсионного возраста мог бы проводиться государством более безболезненно для населения. Так, переход к новому пенсионному возрасту мог бы составлять не 10, а 25-30 лет, то есть период смены трудоспособного поколения. А индексация пенсий могла бы проводиться не только за счет пенсионных отчислений трудящихся граждан, но и за счет иных доходов бюджета страны. Государство не должно оставлять пенсионную сферу на самообеспечении. От ее состояния зависит будущее страны. Подписывайтесь на канал Castle Storm, чтобы быть в курсе самых важных событий в стране с долей авторского юмора. Пишите в комментариях, какие по-вашему возможны меры для того, чтобы пенсионеры в нашей стране получали достойную пенсию. Спасибо всем за внимание, пока.